Mind comes free of delusion, peace, then all other worldly objects, which you think object happiness, you see that this object bring me some temporary happiness, but same time it bring another suffering also. So it help me or harm me, I don't know. Когда вы приходите к выводу, что только нирвана, ум полностью свободный от омрачений, является настоящим умиротворением, то вы начинаете понимать, что все остальные, все мирские объекты, когда вы их обретаете, они приносят какое-то счастье, но одновременно с этим также приносят и определенные страдания. Ясно, да? Когда женщина женится, понятно, муж будет несколько дней счастлива, но вместо этого муж страданий, которые муж есть, тоже придут. Ясно, да? Нету там такой отлично, такой принц белый коня, нету, да? А там принц половина белый, половина черный, понял, да? Это мужчина same. Any worldly object, with some belly, little bit of happiness, then there's a journey, all suffering problem. Ну, так это относится к любому мирскому объекту. Так он немножко белый, приносит некоторое счастье, но также и до какой-то степени черный с собой приносит новые проблемы. Понятно, да? Хорошо? Okay. So that's why there's no one samsara object. You say, Kishila, this samsara object bring only peace. Other than peace, no any suffering. It's not possible. И поэтому нет ни одного сенсорического объекта, про который вы сказали бы мне, Гешела, вот такой-то сенсорический объект приносит только счастье, только умиротворение и не приносит никаких страданий, но это невозможно. Невозможно, да. If you can present me such thing, then I will say teaching of Four Noble Truths, Досточтимого, because it's not valid. Если бы вы представили мне такой объект, то учению по четырем благородным истинам я сказал бы «до свидания», потому что оно было бы недостоверно. Но это невозможно, это было невозможно в прошлом, в настоящем и в будущем тоже будет невозможно. Что касается любого мирского объекта, то, во-первых, это временный фактор. Он быстро исчезает. Когда вы на него слишком полагаетесь, то первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, состоит в том, что он быстро исчезает, и из-за этого возникает проблема. Потому что вы от него слишком сильно зависите, и когда он от вас уходит, вам очень трудно. Поэтому нам надо натренироваться так, чтобы мы слишком сильно не зависели от мирских объектов. Depend on the good quality mind. That is dharma. От чего вам нужно зависеть? Нужно опираться на свои благие качества ума. Это дхарма. Dharma, понятно? So refuge means relying, not relying on worldly object, relying on the three most reliable object. That is the Buddha, Dharma, Sangha. Прибежище означает не полагаться на мирские объекты, а полагаться на самые надежные объекты. Это Будда, Дхарма и Санга. Buddha is not as a God, as a creator. Relying on Buddha's teaching. What he teach, his instruction, this one is relying. Вы полагаетесь на Будду не как на Творца, а полагаетесь на его учение, на его наставление. Понятно? Окей. Понятно? Верит Будда и учение, понятно? Верит Будда, как он такой чудеса есть, он вот так делал, и буду решить. Это не буддийские прибежища, понятно? Ведь думал Будда как все создал, его рука. Будда сам говорит, у меня рука нету. Я могу показать вам, как получать полное свободное страдание. Нирвана зависит вам. Понятно? Щелка-палка нирвана давать невозможно. Хорошо, ясно, да? So that's why relying on the Buddha's teaching. That is a technical devotion Buddha. Поэтому опора на учение Будды – это принятие прибежища в Будде. Понятно? Окей. Хорошо. As taking the Buddha refuge as a, reliable navigator. Вы принимаете прибежище в Будде как в надежном проводнике. Or, doctor for curing the disease of mind. Или враче, исцеляющем ментальные болезни. So relying on the Dharma as a main object refuge. И полагаетесь на дхарму как на главный объект прибежища. What is Dharma? Что такое дхарма? Sanskrit Dharma means holding. Санскритское слово дхарма означает удержание. What hold? Удержание чего?
this Dharma, when you journey your mind, it will hold you from suffering. Когда вы развиваете такую дхарму в своем уме, она удерживает вас от страданий. That's the meaning of Dharma. И в этом смысл слова дхарма. Понятно, хорошо? Меня, when I cultivate some Dharma in my mind, I can see very clearly how Dharma protect me. Когда я развиваю определенную дхарму в своем уме, то очень ясно вижу, как дхарма меня защищает. Понятно? Много ситуаций я видел, как Дharma меня защищает. Поэтому я думаю, если меня ум не был Dharma, какой много кошмар было. Понятно? Из Dharma мой ум спокойно. Любой трудной ситуации я найду правильно путь. Понятно? Решение найду. Он меня движает. Он говорит, спокойно, спокойно. Сразу реакции не надо. Смотри глубже. Понятно? Он защищает меня. Хорошо, ясно, да? Поэтому я больше верю в Dharma, чем божество. Пока я божество не видел. Понял, да? Я не видел, божество меня помогало. Понял, да? Я знаю, они существуют, но пока я не видел. Но я видел очень ясно, как Dharma нас защищает. Поэтому у меня 100% вера Dharma, как он защищает. Божество, я думаю, наверное, есть, наверное, нет, понял, да? Ясно, да? Пока меня карма еще не очистил, но будущее видеть буду. Но Dharma я 100% верю. Понял, да? Он нас защищает. Хорошо, ясно, да? Okay. And then, when you sometimes we do the ritual, I don't too much believe in ritual also. Ну и также тибетцы иногда выполняют ритуалы, но я не особо верю в ритуал. Понятно, да? Мой ум очень такой скептический человек. Понятно, да? Я сразу не могу верить. Но все равно руками самбо, дело добросить, я думаю, это помогает, не помогает, я точно не знаю, понятно, да? Но я знаю, если 7 месяцев дела, вреда не буду. Поэтому я говорю, да, я знаю, это вреда нету, поэтому я делал. Но внутри веры нету, это я так бросил, меня удача больше была. Я думаю, это так, наверное, так невозможно. Чуть-чуть влияет могу, понятно, да? Такой веры нету. Ясно, это сильно. Такой ритуально заниматься, отсюда решать проблему. Я сильно не верю. Но Dharma 100% я верю. Понял, да? Хорошо? So, then text, Abhisamalanкара, text says that among 3 objects of refuge, Abhisama says Dharma is the main object of refuge. That's very interesting. И в тексте Абхисамаламкара говорится, что из 3 объектов прибежища дхарма является главным объектом прибежища. Это очень интересно. Тогда меня еще интересно. Понял, да? Вначале я думаю, наверное, я не хороший буддист. А потом Абхисама так сказал, я говорю, да, тогда буддизм это наука. Понял, да? Это очень такой научный подход. Хорошо, ясно, да? Он говорит, Дharma это самое главное прибежище. Я говорю, да, это 100% правильно. Хорошо, ясно, да? Он всегда с собой вместе. Поэтому развивай Dharma здесь. Хорошее качество развивай. Это Dharma. Понял, да? Тогда вы всегда защищены. Хорошо, ясно, да? Любое трудное время вы Dharma кажете, пожалуйста, ты не меня, не please. Tell any difficult situation, tell your Dharma, please don't leave me. I am your child. You stay with me. И попросите в любой трудной ситуации, дхарма, пожалуйста, не оставляй меня. Я являюсь твоим ребенком, защищай меня. Понятно? Быть вместе меня в трудное время. Всегда надо просить надо. Понятно? Иногда ведь такое бывает. Когда очень слушает, Dharma есть красиво. Когда плохо ситуация, Dharma бежал. Понятно? Да? Потом и стал беззащищенным. Понятно? Да? Поэтому говорю, Dharma, пожалуйста, не бегай. Понятно? Да? Всегда с тобой вместе. Любая трудная ситуация, ведь здесь меня. Хорошо, ясно, да? And then, when there is a complicated thing to decide, you don't make decision immediately. You think, in such situation, how Buddha will solve this problem? И если возникает какая-то сложная ситуация, в которой нужно принять решение, не принимайте его скоропалительно, а вначале подумайте, как бы Будда решил эту проблему. Понятно? В такой ситуации, как Будда решил? Потому что его есть невероятная Dharma. Понятно? Потом я буду, Будда, и реакция буду такой спокойной. Ясно, да? Хорошо? Терпение, любовь, только хорошее качество ума, доброта ума. Я тоже так наделал. Он так решил, он полно решил. Я тоже так буду решать буду. Это будет полное решение. Понятно, да? Вот так надо думать, хорошо? Когда меня трудная ситуация, я не делал, Амарчини решил проблему. Амарчини будет говорить, давай, бить надо, ругать надо, понял, да? Тогда они постоянно так будут. Не. Как Будда решил такую проблему? Подумать, Будда делает такую ситуацию, Будда так решил. Я тоже буду так. Это называется буддийская практика. Хорошо, ясно, да? You do like that.
поступайте таким образом. Понятно? That is called taking refuge to Buddha Dhamma Sangha. И это называется принятием прибежища в Будде, Дхарме и Санге. Хорошо, ясно, да? Okay. Sangha is a, Arya who have direct emptiness, how they, there you take refuge as a mid-sister. Санга — это арьи, обладающие прямым познанием пустоты, и в них вы принимаете прибежище как в медперсонале. Понятно? Okay. Or spiritual friend. Или как в духовных друзьях. Понятно? So that's why at the moment you don't have a real Arya, then always accompany with a Dharma friend who help you to generate positive state of mind. В настоящий момент у вас нет возможности находиться в компании ариев, и поэтому всегда старайтесь придерживаться компании друзей по дхарме, тех, кто помогает вам развивать позитивное состояние ума. Хорошо? Yes, да? Okay, okay. Now come back to point. Теперь вернемся к нашей теме. Понятно, хорошо, yes, да? So, mind completely free of delusion. Buddha said, this is a perfect happiness, because Arya sees very clearly. Итак, Будда говорил, что ум, полностью свободный от омрачений, это безупречный покой, умиротворение, и арьи это видят очень ясно. Then fourth line, Buddha says, this is a noble to the path of Arya. И четвертой строкой Будда произнес: вот благородная истина арьев о пути. So this is referring to where? И на что указывает слово «вот»? This is referring to the wisdom directly cognizant emptiness with the help of shamatha. Здесь слово «вот» указывает на мудрость прямого познания пустоты с помощью шаматхи. This wisdom, direct with the help of shamatha, this is a noble path. И эта мудрость, напрямую познающая пустоту с помощью шаматхи, это благородная истина пути. Path to liberation. Пути к освобождению. This will remove delusion completely from mind, and you will achieve such a noble cessation, which is a result, which is the nirvana. Эта мудрость полностью устранит все омрачения из вашего ума, и вы достигнете благородной истины пресечения, полного устранения омрачений, нирван. So that's why this cessation, noble cessation, from where you achieve it, through cultivating the wisdom direct of the emptiness. И каким образом вы достигаете благородную истину пресечения? Вы ее достигаете на основе мудрости, напрямую познающей пустоту. So that's why, in short form, these four noble truths. First line, noble truth, Buddha is talking about the suffering, our complete suffering, especially the whole problem of suffering. Итак, если говорить вкратце об этом способе преподавания четырех благородных истин, то в первой строке Будда говорил о том, что является нашим страданием, в особенности всепроникающим страданием. Это наша главная проблема. Во второй благородной истине говорится о причине нашего страдания. Третья благородная истина говорит нам о счастье, которого мы хотели бы достичь. So you understand that everything happiness we think is not happiness. Real happiness is the mind free of delusion. Other than it, it's not happiness. It is a suffering of change. Вы приходите к пониманию, что не все, что мы считаем счастьем, действительно является счастьем. Подлинное счастье — это ум, полностью свободный от омрачений, а все остальное — это не счастье, а страдание перемен. Мы думаем, что это счастье, но на самом деле это страдание перемен. Когда водка пьет, еда кушает, это не счастье. Если счастье, скажи, больше кушай, больше пей, потом голова болит. Понятно? Больше кушать, желудок болит. Это не объект счастлива. Если еда была объект счастлива, кушай, вы будете счастливы. Не то. Понятно? Танцевать, о, как счастлив, давай танцевать. А потом через 2 часа нога болит, спина болит. Понятно? Там нету настоящего счастлива, нету. Русский мужик думает, не, баня это сейчас, хорошая баня сидит 1 час. 30 минут сидит закрыт. Нет, я умираю. Понятно? Где счастливо есть? Понятно? Нету. Турция счастлива. Поехали в Турцию. Там работа, понятно, да? Сюда не приезжай, не, я устал. Понятно, солнце, песок, понятно, да? Я хочу Питер, хорошо, ясно, да? Поэтому где все это выглядит как счастливо, настоящий обман. Поэтому вы надо думать. Когда вы думаете, мой сосед, как повезло, она поехала в Турцию отдыхает, как они счастливы, мои родственники, они туда поехали, надо думать, нет.
там счастливого нету. Ум, свобода, омрачение. Это счастливо. Они иллюзии счастья. Потом обратно приду, жаловаться буду. Понял, да? Когда ты так думаешь, завидеть не буду. Понял, да? Жалко. Ум не лечит. Это страдание меняться. Понял, да? Там настоящего счастья нету. Когда вы это понимаете, ясно, да? Почему меня завидеть нету? Потому что я это понимаю, там счастья нету. Ясно, да? Потом я говорю, как они там отдыхают, меня почему не получают? Такое вообще не бывает. Вот тупой, если я так думаю, понял, да? Самсара одно место счастливого нету. Если вы стал президент, другой проблем. Американ президент, другой проблем. Понятно, да? Журналист что-то говорит, кушать времени нету. Владимир Путин, вы просите, вы счастливы, много работ, понятно, да? Даже кушать нормально времени нету. Понятно, да? Везда, кино везда, ведь он счастлив. Там есть свои болезненные везда. Понятно, да? Это очень страшно, болезненная везда. Понятно, да? Когда вы так думаете, простой человек самый счастливый. Jumpa Guru is saying that within samsara, ordinary people are most happiness. Jumpa Guru says. Друг Кунли говорил, что в сансаре обыватели — это самые счастливые люди. Ясно, да? Средний зарплат, понятно, да? Работу поехали, потом зарплат хватает, все там спокойно, да? Желание чуть меньше, самый счастливый человек, понятно, да? Внутри самсара. Но все равно это несчастливо. Понятно, да? Средний самсара, вы самый счастливый. Все равно там капли настоящего счастья нету. Понятно, да? Then when you understand, mind completely, this is the real happiness. You understand? Then day and night, Lama says, you will wish for mind free of delusion. И далее, когда вы приходите к пониманию, что ум полностью свободный от омрачений — это настоящее счастье, то, как говорил Лама Цонкапа, вы день и ночь будете желать обретения ума полностью свободного от омрачений. This is the border of genuine renunciation. И это критерий развития отречения. Отречение, понятно, да? Okay, then you become a wise person. Тогда вы становитесь мудрым человеком. Понятно, да? If you spontaneously don't think, every day, one time you remind that, you know, mind completely free of delusion. That is the real happiness. Every day. Каждый день вам нужно вспоминать, что ум полностью свободный от омрачений — это настоящее счастье. Понятно? This is very good in your mind. Это очень хорошо для вашего ума. Very good strategy for, you know, long-term happiness. Это очень хорошая стратегия для вашего долгосрочного счастья. Ясно, да? Я каждый день, один раз вспоминаю, ум полный отсутствие омрачения. Это настоящее счастье. Как хорошо, если я такое состояние ума получал. Как это счастливо стоит. Сразу другой человек. Понятно, да? Каждый день, как Нагарджуна сказал, 3 times think the suffering of all migration. Нагарджуна says. Как говорил Нагарджуна, каждый день трижды вспоминайте о страданиях низших миров. Когда я думаю, это очень полезно. 3 раза думаю страдания низшего мира. Понятно, да? А тогда я понимаю, наш человеческий проблем – это вообще не проблем. Понятно, да? Когда адское страдание, когда думаю, жалко, это настоящее страдание. Понятно, да? Голодный дух страдания – это тоже не переживает человек. Человек не могут переживать такое страдание. Животное посмотри, зимой не могу говорить, я холодно. Температура есть, не могу, я болеет. Понятно, да? Такое животное, как жалко. Потом страдание тупишь, не знаю, что ты, куда меня попало, куда я пойду. Понятно, да? Хорошо. Тогда как думай. Потом наш человеческий страдание подумай. Нет, наш человек проблем не так страшно. Хорошо, ясно, да? Хорошо, да? Okay. So that's why this thinking of the suffering of our migration, thinking of the noble truth of cessation is the real happiness. Every day reminding you. That is a very good way of treating your mind. Medicine. Very good medicine for your mind. Итак, каждый день думать о страданиях низших миров, думать о благородной истине пресечения, что это является подлинным счастьем, это очень хорошее лекарство для вашего ума. Хорошо, ясно, да? Okay. Then, fourth noble truth is a, cause of happiness. Четвертая благородная истина – это причина счастья. If you want life after life happy, then cultivate wisdom, direct on emptiness. Если вы хотите быть счастливым жизнь за жизнью, развивайте мудрость, познающую пустоту. And bodhicitta. А также бодхичитту. So, for teaching of Four Noble Truth, it talk only from the point of view of common teaching of the both hina and mayana. This way, you don't talk about bodhicitta.
Учение по четырем благородным истинам является общим учением для Хинаяны и Махаяны, поэтому в нем не говорится о бодхичите. So that's why for Mahayana, then cause of happiness is not only wisdom cause emptiness, bodhicitta and wisdom cause. These two method and wisdom, that's the main cause of happiness. Для Махаяны причина счастья — это не только мудрость, познающая пустоту, но это также и бодхичита. Эти методы и мудрость являются главными причинами счастья. Yes, okay. Now, this is the roughly interaction, explanation to from the point of entity.